всех приветствую. Смотрим, что у нас по энергиям недели. Что важно нам знать будет. Сейчас уточним. Ребята, здесь творчество, здесь ваши проекты. Если иллюзии, то что? Смотрите, по иллюзиям ничего, то есть мороков нет. Здесь четко, конкретно о творчестве, об осуществлении своих фантазий в каком-то проекте. Беременность туда же может включаться, если для кого это было актуально. Здесь четко, конкретно про энергии, про проект женщины, ведающей, которая находится в спокойствии и величии своего разума. То есть человек преодолевает трансформацию за трансформацией. Так, что еще важно? Здесь на ваш проект попытаются накинуть цепи, получите новости об этом. Либо от кого-то новости будут, либо же получите новости о том, что кто-то льет грязь на ваш проект, на вашу деятельность и тому подобное. Здесь, понимаете, попытка вот вас поработить, именно воздействуя на ваш проект. Здесь, кто будет эту тьму развивать против вас, тем подарочки по справедливости будут лететь. То есть, короче говоря, ребят, давайте так, вне зависимости от того, осознанные здесь, неосознанные, только на пути находятся. Здесь реально, по вере вашей да воздастся вам. В каком аспекте? Вот что делали, что планировали, по заслугам и получите. Работали над творчеством в ключе созидательных энергий. Окей, здесь кто бы там что ни делал, ни говорил, ни пытался, мимо кассы пролетает, вы получите свои подарки. Давайте уточню, какие. Чистку. Тут даже чистка вашего финансового канала, вашего проекта, если кто, вот как я уже сказала, попытается сделать гадость, да, в сторону ваших творческих идей. Следующий аспект. Те, кто бегали к ведьме, те, кто там заказывали ерунду, то есть это тоже ваш проект, вы тоже в него вкладывались, правильно? Здесь, соответственно, попытка очиститься, я так предполагаю, через подклад на кого-то, но тут деструктивщики встретятся со справедливостью, то есть те, на кого они будут переклад делать и тому подобное, либо же плести какие-то козни, либо просто подкладом, да, какую-то ерунду подсовывать. Тут сразу человек очищается, а этот деструктивчик, ну давайте посмотрим, что... Да все изучают, да, изучают. Высшие силы уже смотрят за этим всем. Кстати, эти люди деструктивные, они не знают о том, что высшие силы за ними присматривают под масками. Они их специально ставят на развилку, заставляют выбрать и наблюдают, что же человек выберет. Ну, то есть высшие силы всегда дают шанс, да, всегда дают возможность раскрыть внутренний потенциал, но они всегда показывают еще один путь, где их может ожидать, луч надежды, света. Да, они еще не все видят, эти деструктивные личности. На них еще куча мороков. Знаете, девочки, что вот я вам хочу сказать, и мальчики, серьезно, здесь кто-то из ваших недоброжелателей, не факт, что это ваши заядлые. Почему? Потому что здесь проходят такие энергии, что на этой неделе актуально, знаете, что есть люди, которые заблудились, но вовремя тормознули, сделали выводы и меняются. Здесь для них есть шанс попасть в поток, подняться. Ну, там проблемы своеобразные люди пройдут. То есть там много, конечно, от них что скрыто, придется и посуетиться, поработать. Ну, никому легко не дается это все.
А вот те, которые не собираются себя менять, а наоборот еще кидают предъявы и темным, и светлым, допустим, да, за то, что те, ну как бы, они же им поклоняются, они им дары, а те не выполняют чего-то, да. А вот эти люди будут завидовать тому, что у них нет знаний, тому, что эти знания для них высшие силы закрывают, за их недоброжелательность. Здесь кто-то из них может поехать за тайными знаниями к кому-то. Ну и запустит свою карму. Отработку кармических долгов. И соперники на пути будут встречаться. Ну, короче говоря, у них будет свой путь. И в итоге в темницу попадают, в порочный круг бедствий. То есть здесь, знаете, каждому свое. Вот серьезно. Из-за зависти к тому, что у них нет определенного потока, определенных знаний, и свеча треснула, вот они к кому-то поедут и там же и встрянут. Давайте для вас что еще? А она для вас кто? Здесь женщина, которая с разбитым сердцем, короче, женщина, поклоняющаяся мамоне, то есть эгоизм и кайфажорство, любящая страсть, секс, измены, влезть в семью для нее не проблема, если это будет в ее интересах. Ей вообще насрано. Вот ей, ну так удобно. В семье мужчина, не в семье, ну как бы не мешает. Женщина, получавшая финансы, возможно, от мужчин, возможно, даже от своего какого-то дела, ремесла, творчества, с разбитым сердцем, попытается выйти к вам, видимо, как-то на связь, наладить контакт, как будто бы она идет на компромиссы, но она для вас угроза. Здесь агрессия, и по первой чакре может быть пробито ваше поле из-за нее. А ну, кто она еще такая, что она? Да, вы с ней можете не общаться уже некоторое время. Возможно, она тоже практик, но если практик, то силы ее покинули как практика, и она обижена. Ее близкие предают, она обижена на близких. Либо в семье нашла оборотня, двуличного человека, либо же она сама и является этим оборотнем, который сейчас в плену. То есть, либо же на ней подсел, который ее держит в плену. Что эта женщина от вас хочет? А вы ее работы под замок поставили. Она привязывала здесь ваши... Что ты привязывала? Ресурсы, хотела я сказать. Здесь вашу мудрость, здесь вашу духовную силу человек. Опять свеча треснула. Привязывал. Вы, видимо, вскрыли эти замки. Дамочка озлобилась. Дамочка много на вас клевещет за вашей спиной. Она мстит, она агрессирует, она очень яростная в этом аспекте. При этом по комплексам считает, что она лишняя, у нее очень много неполноценности и стыда. Здесь за ресурсы земли, за деньги, за богатство, за стабильность. Здесь привязки на ваш финансовый канал были. Она эту грязь льет, которая в начале расклада выпадала на ваше творчество. А кто? Тот, кто льет грязь, не напрягайтесь. Там решатся проблемы без вашего участия. Там определенные силы следят за вашим недругом. А ваша дамочка вот эта вот могла увидеть, что вам принесло ваше детище, ваше творчество. Либо вы забеременели, допустим, да, а там зависть в этом плане. Здесь от того, что вы идете вверх, она же вас под замки сажала. У нее прям депрессия и душевные муки, тоска, понимаете, из-за того, что вы, видимо, обнаружили, кто она есть, вскрыли это все, да еще и... Ну, короче, ей прилетело, она в курсе, откуда это прилетело. И единственное, продолжает держать марку, видимо, и о вас сплетничать. То есть, то, что делает сама против вас, всем рассказывает, что это вы так по отношению к ней поступаете, а она белый аленький цветочек. Зачем вам информация об этой кобылине? Ее воздействие заканчивается. У вас идет рост. Она делала вам на потери, на бесплодные попытки в любых ваших начинаниях. Чтобы все завершалось то, что вы начинаете. Понимаете? Чтобы вот есть идея, есть
посыл, есть вектор движения, даже есть энергия на движение, а вы стоите, понимаете? А вы не хотите, а вам лень, а у вас еще какие-то проблемы, а вы заболели и т.д. и т.п. У вас здесь рост идет. Смотрите, она вам может принести и обиду, и слезы, и разочарование. Выбор среди многих вариантов. Если будете с ней общаться, если вообще проигнорируете эту мадам. Рассчитывайте на себя, у вас идет возрождение богатства. Не нужно с ней общаться, иначе вам опять ничего не будет хотеться делать. И проекты ваши будут стоять на месте. Собственно, вот такой вот у нас на сегодня расклад вышел по энергиям недели. Видимо, важно для кого-то это знать, поэтому видите, какие-то здесь мадамы возвращаются, которые, знаете, так под шумок сидели, воровали ресурсы, теперь им откатило, и они, видите ли, захотят восстановить какие-то контакты, и опять, видимо, присоседиться, посидеть на ваших ресурсах. Пока вы не действуете, ей прет. Пишите в комментариях, как у вас отыгралось. Всем осознанным, добра этого мира. Пока-пока.